Здравствуйте, я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. Этот мастер-класс будет посвящен Международному дню космонавтики. Сегодня мы превратим обычный блокнот в космический. Приступаем к работе. Раскатываю пласт полимерной глины синего цвета с эффектом металлик. Из бумаги в клеточку я вырезала шаблон, размеры которого чуть меньше размеров обложки блокнота. Накладываю его на пласт глины и прижимаю, чтобы он прилип к пластике. Иголочкой обвожу шаблон, после чего убираю шаблон и отрезаю пластику по намеченным линиям. Этот пласт глины будет служить основой, фоном. Пока откладываю его в сторону и приступаю к изготовлению мордочки кота. Для удобства, прежде чем приступить к работе, я нарисовала кота и вырезала его. Из тонкого пласта полимерной глины оранжевого цвета вырезаю круг. Этой же формочкой отрезаю от круга небольшую часть. Примеряю получившуюся деталь к шаблону. Размещаю на этой детали круглую формочку вот таким образом. И опять отрезаю от нее часть. Из пласта глины белого цвета с помощью круглой формочки вырезаю вот такую деталь. Ее форма и размеры должны совпадать с формой и размерами той части, которую я отрезала от оранжевой детали. С помощью маленького люверса на детали оранжевого цвета вырезаю отверстие для глазок. Этим же люверсом вырезаю два кружочка зеленого цвета. От этих кружочков люверсом отрезаю часть. Из глины черного цвета вырезаю два кружочка такого же размера и соединяю их с деталями зеленого цвета. Люверсом срезаю часть черной пластики. В результате у меня получилось два кружочка. Вклеиваю их в отверстие для глазок. Круглой формочкой отрезаю от глазок выступающую часть и присоединяю деталь белого цвета. Стеком делаю углубление для носика. Из глины черного цвета вырезаю маленький треугольничек и вклеиваю его в углубление. Из глины черного цвета катаю очень тоненькую колбаску. Отрезаю от нее две маленькие части и приклеиваю их к мордочке кота. Из глины оранжевого цвета вырезаю два треугольника. Круглой формочкой срезаю их основание. Это будут ушки. Приклеиваю их к голове кота. В ушках делаю треугольное углубление. В углубление вклеиваю маленькие розовые треугольнички. Иголочкой прорисовываю шерстку. Приклеиваю голову кота к основе. Теперь мне понадобится стеклянный кабошон. Аккуратно кладу его на голову кота. Раскатываю пласт полимерной глины серебряного цвета толщиной 2,5 мм. Накрываю его пищевой пленкой и круглой формочкой вырезаю деталь. В результате должна получиться вот такая деталь. Благодаря пищевой пленке края детали получились слегка округлыми. Приклеиваю ее к основе таким образом, чтобы деталь наполовину огибала стеклянный кабошон. Раскатываю еще один пласт полимерной глины серебряного цвета. На глину накладываю шаблон туловища кота и прижимаю его к пластике. Ножом вырезаю деталь по контуру шаблона. Иголочкой продавливаю все элементы скафандра. Силиконовой кисточкой сглаживаю края, делая их слегка округлыми. Приклеиваю туловище кота к основе. На пласт полимерной глины серебряного цвета накладываю рисунок скафандра. Иголочкой продавливаю все его элементы. Убираю шаблон и вырезаю детали. Затем приклеиваю элементы к скафандру. Иголочкой делаю на них бороздки. Приклеиваю остальные элементы скафандра. При помощи стеков на элементах скафандра
Делаю углубления различной формы. От пласта глины серебряного цвета отрезаю тонкую полоску и приклеиваю ее к скафандру. Это будет пояс. Стеклянный кабошон убираю. Его я приклею потом. Голову кота тонирую сухой художественной пастелью. Скафандр тонирую металлизированной пудрой серебряного цвета. Теперь приступаю к изготовлению рыбки. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины желтого цвета. Накрываю его пищевой пленкой и с помощью круглой формочки вырезаю одну большую деталь и две маленькие. Приклеиваю к основе сначала большую деталь, затем две маленькие. Иголочкой делаю углубление для глаза. Рисую бороздку, отделяющую голову от туловища рыбки. На хвостике лезвием делаю бороздки. Приклеиваю плавники. На верхнем плавнике лезвием делаю бороздки. В углубление для глаза вклеиваю маленький шарик черного цвета. Тонирую рыбку пастелью красного цвета. Осталось добавить звезды. Для этого мне понадобятся блестки золотого цвета. В баночке у меня мелкие блестки, а в пакетике покрупнее. Сначала наношу мелкие блестки. Это удобно делать кисточкой. Затем беру блестки покрупнее. Приклеиваю их точечно в произвольном порядке. Слегка вдавливаю блестки в пластику с помощью силиконовой кисточки. Вот что у меня в результате получилось. Отправляю основу с декором запекаться, не снимая ее со стекла. Теперь мне понадобится еще один стеклянный кабошон. Чуть поменьше, чем тот, который я использовала для изготовления скафандра кота. С помощью экструдера выдавливаю небольшую колбаску серебряного цвета. Оборачиваю ее вокруг металлической трубочки, диаметр которой соответствует диаметру кабошона. Силиконовой кисточкой заглаживаю стык. Тонирую деталь пудрой и прямо на трубочке отправляю ее запекаться. После запекания снимаю колечко с трубочки и покрываю деталь лаком. Также покрываю лаком основу и скафандр кота. Жду, когда лак высохнет, и вклеиваю маленький стеклянный кабошон в кольцо. Приклеиваю получившуюся деталь к основе, помещая рыбку в своеобразный скафандр. Приклеиваю большой стеклянный кабошон к скафандру кота. Наношу черную акриловую краску в углубление на элементах скафандра. Лишнюю краску стираю влажной салфеткой. Теперь приклеиваю основу с декором к блокноту. На ленточку-закладку креплю подвеску-звездочку. В результате у меня получился космический блокнот с забавным декором. А если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут новые мастер-классы. До новых встреч!